Доброго времени суток. Предлагаю вам поговорить вот на какую тему. Довольно часто на просторах интернета мелькают обозначения 3D, 4D, 5D и вариантов, наверное, огромное количество. Умело преподнесенные, красиво раскрашенные или сопровождаются мантрами или молитвами, или просто релакс-музыкой, или лекторат, на фоне которого в обозначении выставляются эти знаки. Я не настаиваю на истине в первом лице, предлагаю лишь поделиться своим мнением, как все это представляю я. Ну, то, что уровень Земли и все, что связано с переходом, это звучит уже довольно долго. И каждый, может быть, увлеченный человек рисует себе определенную картинку, и эта картинка складывается в результате того, чем человек наполнен, чаще всего бывает, чем человек напичкан, как он в состоянии принять эту информацию, переработать, и еще как вариант, способен ли человек вообще меняться в период своей жизненного этапа, да, и возможно ли вообще какой-нибудь разговор вести о развитии или принятии, или того пути осознанности, который, достигая своим усовершенствованием, да, знаниями, опытом, человек в состоянии выйти от одного D до другого D. Как я себе эту картинку рисую, я попытаюсь нарисовать. Надеюсь на комментарии тех людей, которые это все услышат, для того, чтобы найти истину, для того, чтобы реально понять и представить. Потому что о переходе говорят, о переходе пишут, о переходе снимают фильмы и все остальное, да, то есть информация сгущается, а с чем ее едят, на что ее намазать и как это все дело внедрить для себя, не совсем понятно. Так вот, я делюсь той информацией, которая рисуется мне, которая представляется, жду от вас комментариев и возможности пообщаться и прийти все-таки к реалистичному восприятию, что же происходит с Матушкой Землей и со всеми нами, кто живет на планете, да, и развивается или не развивается, или вообще живет по правилам ПТП, да, и ничего даже не подразумевает, что там какой-то процесс происходит. Так вот, я думаю, что вряд ли кто-то поспорит, что реально меняется все, потому что вот даже наши родители, не то что это соперничество и конфликт между родителями и детьми, отцами и детьми, что называется в классическом варианте, да, это все-таки осознанное понимание того, что вот еще несколько десятков лет назад у этого поколения кардинально был другой подход ко многим темам, да, вот, например, недавно сталкиваясь с этой ситуацией, четко понимая, что раньше родители практически с гордостью объявляли, заявляли, что вот стаж на одном предприятии более 35 лет или вот стаж 40 лет, и это возносилось прям как некая заслуга, которая неслась с гордостью, что человек пришел после какого-то определенного этапа обучения и, устроившись, проработал всю жизнь, да, дай бог, чтобы хватило времени еще после этой проработки получить благодарность, достойную поддержку и потом безбедно провести свою старость, о чем я не уверена, потому что есть пример моих родителей. Что получается? Замечательно. Сейчас, занимаясь обучением молодых, консультируя молодых людей, я четко понимаю, что если кадровик настроен на то, что собрать здоровый коллектив, который способен расти, развиваться в определенном заданном, допустим, направлении, то это здравый кадровик. И вряд ли он будет обращать внимание в данном контексте, привязан ли человек к одному месту или пытался найти, устраиваясь и обучаясь в разных направлениях. Так вот,
кардинально поменялась точка. И здравый кадровик, конечно же, будет настроен на то, чтобы подобрать команду и нацеленно выстроить эту пирамиду обучения и запустить это все в процесс предприятия, да, некий проект, допустим. То есть это кардинально все поменялось. Потом вот другая еще тема, да, которая касается личного примера, потому что именно на тех примерах, которые я делаю выводы, анализируя все это, я четко понимаю, что наблюдая за теми людьми, кто соприкасаюсь, с кем общаюсь, сейчас реально происходит это, что был момент существования по, допустим, уровнем 3 чакр нижних, да, что называется, первая чакра выжить, вторая чакра родить, и третья чакра набить свою кишку, да, то есть физическое существование, и, не особо-то углубленно уходили в размышления, наполниться дополнительно знаниями или получить какой-то процесс обучающий для того, чтобы уровень осознания мог вырасти и все остальное. Так вот, опять-таки, применяя те условия, которые предложены сейчас, и за этим следят огромное количество ученых, это не просто базарно-шапошный разговор, да, о подъеме вибраций, естественном подъеме вибраций, который дает предположение, что и мы, те, кто живем на матушке Земле, да, должны с этим делом как-то быть созвучны, выстраивая себя. Но я четко заявляю о том, что если человек живет на стезе обучения, да, если человек в состоянии обучаться и тем самым поднимать свой уровень осознанности, да, то вибрации этого человека и все, что связано с его окружением, с его сознанием, поднимаются. То есть, предположительно, после того, что проходит какой-то определенный процесс осознания, принятия, да, и обучающий формат, настроенный на развитие, то, очевидно, открывается доступ к 4 чакре, то есть получается уровень 4D. Я предположительно эту тему как-то приравниваю именно к чакровой системе. Я не настолько углубленный практик и не могу сказать, что знаю всю эту тему и всю эту науку достаточно дотошно, да, но я занимаюсь определенными дыхательными упражнениями, которые помогают мне настроиться, которые я четко понимаю, не сонастраивают мою физику тела и помогают выйти на какой-то другой период принятия информации или, наоборот, проработки ее и отживший момент отпочковать от себя. Так вот, если предположить, что уровень 4D – это та самая грудная и сердечная чакра, то реально, наблюдая за людьми, я понимаю, что когда человек приходит от уровня набить кишку и выполнить первые 2 функции, которые заложены в осознании нижних чакр, да, то приходит определенное понимание, подход иной к вообще многим жизненным процессам. Но еще здесь самая главная, наверное, тема, которую нельзя просто перешагнуть и нужно не заострить внимание, что здесь еще зависит даже не от самого процесса осознания или самого процесса выхода на другой уровень, а еще зависит от того, чем нас во время этого жизненного периода напичкали. Потому что никто не отменял взаимодействие с нашими близкими, никто не отменял возможность, главное, безысходность напичкать нас какой-то информацией или напичкать нас блоками, страхами и различными программами извне, да. А тут еще может быть такое, что просто вынужденное соседство с кем-то, да, или программа из общения со старшими женщинами рода, которая выстраивает нас
в определенной схеме построения личных отношений, да, и она может быть просто такой не направляющей мерной какой-то линейкой, а серьезным грузом, который не дает. Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы уйти в одиночество, расторгнуть отношения. Я про другое. Программа «Потерпи», «Подожди», «Дай возможность», «Проработай», «Отработай», программа борьбы с какими-то там своими якорями, триггерами и все остальное. Их огромное количество. Но смысл-то в чем? Они также умело и красиво преподносятся и вбиваются нам в мозг или втираются нам в уши, как называется, и они накладывают противоположный отпечаток, не дающий возможность реального роста и развития. И все-таки, что же такое осознание? Что же такое процесс осознанности и возможности перехода от одного уровня к другому уровню? И тут даже не важно, какими «д» его ты назовешь, да, и куда это все может уйти. Что получается? Все то, что заложено в нас, оно имеет место быть. А еще, если верить в перерождение из одного тела в другое, то есть некую реинкарнацию, здесь однозначно мы цепляем в себя цепочку, целый вагон событий, которые в этой-то жизни до самого верха, да, до макушки хватит разгребать. А если мы еще несем какую-то родовую программу, и есть же учителя и практики, которые достаточно серьезно, настаивая на этом, преподносят это и вкладывают в ищущие и жаждущие информации ума. Так вот, я все-таки придерживаюсь того, что в первую очередь человек, который проходит и получает то самое осознание, это тот человек, который вопреки всем программам, либо это кодирование, кодовый посыл рода, как вот просто ужасаешься всем тем красивым маркетинговым картинкам, которые предлагаются, и они вливаются в нас. То есть, в первую очередь, осознание – это вопреки всему тому, в чем ты пребываешь, и с чем ты пришел в этот мир, и в чем ты настроен быть, принятие себя. Возможность сосредоточиться на собственном «я». Хотите, если обращая внимание на физическом ощущении, это район центра груди. То есть, если так получается, а так оно и есть, мы живем и имея зависимость от обстоятельств, от людей, от воспитательного процесса, от обучающего процесса, высшая школа еще тот блокиратор идей, да, но смысл в чем? Что в этом всем, что дано нам по жизненному периоду, мы должны принимать, научиться именно свое видение, свое понимание. Вы знаете, сколько сейчас людей приходит на консультацию, и они твердо заявляют, что нету желаний, нету какой-то проявленности, нету огня и нету яркости той, которая бы предлагала бы желание развиваться, обучаться, пополняться. И это не взрослые люди. Это достаточно не та группа людей, которая пресыщена уже всем и наелась и повидала уже многое. Нет. Это просто начинают срабатывать те самые программы, которые в первую очередь наверняка и были нацелены на то, чтобы притупить желание проявляться и заявлять о себе. И это сработало. Эта программа сработала удачно, потому что даже молодые люди уходят в различного рода зависимости только от того, что им хочется яркости, а этой яркости в жизни от мозгов, от осознания недостаточно. Либо вообще ее нет априори, потому что они живут в этих блоках, и нет возможности напитаться той силой, которая в состоянии осознания могла бы прородить какое-либо желание, цель, и по направлению к этой цели, выполнению этой или получению этой цели, да, можно было как-то наполняться и выстраивать.
И, наверное, еще раз повторю, та прелесть всего того, что можно только предположить в понимании этого перехода в другие вибрации, это возможность даже не то, чтобы отказаться от миссии этих 3 нижних чакр, а осознанно, то есть из центра груди, из своего понимания самого себя реагировать на все происходящее. Знаете, хочется сказать, слушать все, а слышать только себя. И если у человека хватает того состояния, если вложено, несмотря на все блоки и программы, и все коучинговые эти все истории, да, которые настроены программировать, если это заложено, то возможен тот самый процесс осознания, то есть тот самый процесс перехода, да, проходя какие-то отработки, да, возможность через боль, порой бывает очень серьезную боль, перейти от одного уровня к другому. Ну, просто, понимаете, вибрации Земли повышаются, значит, и мы должны соответствовать этим вибрациям только для того, чтобы просто жить на Земле. Если поднимаются вибрации, значит, получается, и через это мы получаем тот самый допуск к осознанному подходу и решению всех вопросов. И сейчас сложно сказать, что будет дальше. 4D, потом 5D, но ведь есть же люди, которые несли себя и уже пребывали в социуме с другими видениями, да, с другим пониманием себя. И здесь можно допустить, что уже переход к другой чакре, той чакре, которая в состоянии нести информацию, либо своим присутствием, либо своим участием давать возможность и заражать тех людей, которые немножко потерялись или немножко потерялись по нашей жизни, которые могли бы как-то вычленять нужные темы, нужные события, нужные энергетические какие-то поддержки, да, призывая и подтягивая в свое поле, общаясь и помогая тем самым пробивать те самые зашлакованные, заблоченные пути, которые наверняка у нас у всех есть, потому что мы творение высших сил, и мы пришли сюда для того, чтобы не нести какую-то миссию, а в первую очередь радоваться и радовать других. Еще тема напрашивается для озвучки, о ней можно поговорить чуть подробнее, но смысл в том, что для того, чтобы сделать какой-то переход, чисто осознавая всю эту тему, да, нужны усилия. Так вот, усилия эти могут быть доступны только в одном варианте. Предлагаю лишь только слушать и делать выводы. Когда есть не сплочение масс, как очень много и часто порой было озвучено и предложено раньше, а когда есть единение единиц, когда каждый, понимая себя, принимает в себе ту самую высшую силу, которая ведет нас и выстраивает нашу жизнь. И в этом единении открывает то самое возможное, осознанное и принятое выстраивание, да, и тот возможный ход, который дает этот воображаемый переход от одного уровня к другому. Это жизнь, это энергия, это возможность, осознавая себя, принимая себя, сделать шаг, но не вперед, не назад, не в сторону, а шаг самого над собой. Возможность
вырасти самому над собой и тем самым поднять те вибрации или соответствовать подъему тех вибраций. Ну вот, наверное, на этом пока поставим многоточие. Я все-таки немножко переживаю, что в рассуждениях, поделившись своими мыслями, не смогла донести именно все то, что хотела. Дополните меня, давайте пообщаемся, давайте все-таки подумаем, как каждый из нас понимает это состояние осознания и возможности перехода, о котором так много сейчас говорят, пишут, ну и снимают. Жду вашего ответа.